хорошие. Ну что, я продолжаю свой дневник питания. Да, как я и сказала, что я не снимаю видео питания каждый день, то есть день за днем, потому что для меня это сложно очень. Самые сложные видео для меня это именно вот такие вот дневники питания, в том плане, что не всегда у меня есть время что-то снять вот так вот день за днем, и не всегда есть возможность и идеи каких-то новых блюд. Поэтому я решила, что будет правильнее и полезнее для вас, и интереснее для вас, если я буду снимать видео, когда я придумываю какие-то интересные рецептики. Поэтому я надеюсь, вы меня поймете и простите, если у меня цвет на ногтях будет меняться каждый раз. Особенно это видно по моим волосам. Теперь волосы меня сдают, корни отрастают и так далее. Поэтому я продолжаю ту же самую систему питания, именно чтобы вам показать в этой неделе, как я готовилась к фотосессии. Конечно же, она уже давным-давно прошла. Я вам в 7-м дне последнем покажу, что же все-таки получилось у меня с этим. Ну, те, кто следит за мной ВКонтакте и в Инстаграме, конечно же, знают, что я довольно-таки хорошо подсушилась, и именно это меня вдохновило снять то, как я питалась в период подготовки к этой фотосессии. Так что продолжаю снимать такие видео, а потом уже, конечно, в следующем дневнике, в следующей неделе я вам буду показывать уже мое осеннее питание или уже зимнее, посмотрим, потому что оно тоже будет гораздо сильнее отличаться от этой системы питания. Так что бегу сейчас готовить завтрак, а потом, наверное, пойдем на тренировочку. И хочу сегодня вам показать, чем я вообще сейчас занимаюсь и что интересненького творится в моей жизни. Так что получилось у меня штук 5 этих оладушек где-то на одного человека, это вообще в самый раз. Очень быстро готовится, всего лишь 3 ингредиента, что там было, яйцо, банан, главное банан, чтобы был мягким, было бы легче вам так взбивать его, и протеин. Опять же, если у вас нет протеина, в качестве подсластителя вы можете добавить мед, какой-то сахарозаменитель или что-то другое, стевия, допустим. Смотрите сами, хотя сам по себе банан очень сладкий, я чисто, чтобы добавить немножечко белка. В этот завтрак добавила протеинчик. Так что пойду я кушать. В общем, я уже оделась я в свитер, вообще не думала, что я буду так резко уже... Какое сегодня число? Не помню, середина сентября, и я уже в свитере хожу. В принципе, у нас быстро похолодало. В общем, хотим сейчас поехать в супермаркет, далеко-далеко у нас за городом есть большой супермаркет, и затаримся там продуктами. Хотим купить побольше мяса, потому что уже заканчивается, и так по мелочам всякой ерунды. Я составляю, как обычно, список, так в течение дня, если что-то у меня закончилось, так по дому какая-то там крупа или что-то в этом роде по мелочи. Я записываю это все на список свой, и с этим списком я иду за покупками в супермаркет. Так просто проще мне. И я точно не забуду какую-то там гречку или что-то подобное, и не буду потом выбегать 300 раз по магазинам. Поэтому все, мы поехали. Мы сейчас находимся в отделе с консервами. Это, наверное, самый большой вопрос у всех возникает, стоит ли брать консервы и полезны они будут ли в правильном питании. Тут такой очень спорный вопрос, и мне тоже будет интересно узнать ваше мнение насчет этого. Лично, допустим, для меня из всех консерв, рыбных, мясных, овощных, самые полезные являются именно рыбные, потому что при термической обработке они как бы не слишком сильно теряют свои полезные свойства. Допустим, омега-3 жиры, они остаются полезными. А если, допустим, термическую обработку проходят овощи или мясо, допустим, они очень много витаминов теряют при этой самой обработке. Так, мы пришли в отдел макаронных изделий, и сразу же здесь ваш глаз должен падать на темненькие макароны. Вот таких оттенков примерно, это значит уже то, что они приготовлены из цельного зерна. Здесь даже если почитать упаковку, можно заметить уже сразу, что написано макароны из цельного зерна.
богатый источник клетчатки, пищевых волокон. Вот если, допустим, сравнивать такие макароны обычные, да, которые мы привыкли покупать, и вот из такого цельного зерна, естественно, эти будут немножечко дороже, и даже в приготовлении они будут дольше готовиться, чем обычные эти макароны. Так что выбираем лучше то, что полезно будет для нас. Так, ну, в общем, в итоге у нас вот такая вот кучка получилась. Сейчас быстренько пройдусь и расскажу. Здесь у нас куриные грудки, 3 килограмма взяла, где-то даже больше, по-моему, 3 300 где-то так. Поэтому мне этого надолго хватит. Если так вкратце рассказать, то если вот грудки, да, с 2 частей состоят, то мы с Димой где-то съедаем каждый по вот такой вот половинке. То есть я половинку, Дима половинку, ну и может быть еще Диме еще третья половинка достанется. Это где-то в день у нас выходит так. Поэтому где-то, да, 2 половинки, примерно так. Потом купила какао свой любимый, потому что уже закончился, добавляю его в овсянку утром. Здесь у меня килограмм шампиньонов, обожаю шампиньоны, это, наверное, мои самые любимые грибы. Дальше у меня здесь яблочки, кисло-сладкие, как я люблю, в перекус их употребляю, где-то на завтрак, где-то в этом районе. Так, дальше у меня сметана 15%, здесь у меня изюм, на 10 гривен я обычно беру. Вот так его и получается примерно. Беру я всегда на развес. Я примерно знаю уже, в одном и том же месте беру. И мне нравится этот изюм, но обычно я его всегда промываю. Кипятком заливаю перед тем, как его куда-то добавлять. И вот так вот только после того, как я его замочила, я его ем. Куда-то там в кашу добавляю. Так, дальше у меня здесь яйца. Десяток у меня еще лежит. И это еще плюс десяток. Да, по-моему, 10. Дальше здесь у меня капуста, зелень, петрушка, лимончик, чаечек. В принципе, люблю этот чай, он с разными вкусами, нормальный, такой хороший, недорогой. Чечевица, Димина любимая, перчик разноцветный, такой зеленый, желтый, разный там. Моих 2 творожка по 5%, молоко 2,6% и кефир. Так что, в принципе, все. В общем, примерно так я расфасовываю курицу. Здесь у меня по 2 грудки, то есть раз, два, 2 половинки. И здесь по одной. Это примерно получается 1 день, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, почти неделя, практически неделя. У меня там еще лежат пару грудочек в морозилке. И так я их замораживаю, и потом просто в горячей воде размораживаю. Все, у меня нет микроволновки, я как-то отлично без нее обхожусь. Поэтому просто в обычной тепленькой водичке я размораживаю такие кусочки. Упаковываю я в пищевую пленку, и довольно-таки удобно это все делается. Так, в общем, хочу сейчас приготовить очень полезные и очень натуральные сосиски. Я уже перемолола куриное филе, было мне тут 2 грудки. Важно очень мелко его перемолоть, чтобы не было никаких частичек. Сюда я добавляю 2 белка. Я отделила желток от белка. В общем, 2 белочка у меня здесь будет. Также хочу добавить немножко укропа, совсем немного чеснока, сейчас его перемолю, и немного соли. Может быть, еще какие-то приправки добавлю. И потом я это все буду выкладывать вот в такую пленочку. Это пленка для запекания, рукава такие вот, да. Хотела сначала взять именно пленку пищевую, но она слишком тоненькая. И мне кажется, при варке потом этих сосисек она может развариться. В общем, я не стала рисковать. Это будет потолще, и в нее я буду запаковывать эти сосисочки. В общем, сейчас покажу. В общем, вот такой в итоге у меня фарш получился. Все-таки понадобился где-то 1 белок. 2 было бы многовато для 2 половинок куриных грудок. Так что вот так вот я сейчас его буду и выкладывать. Ну что, вот я и накрутила такие сосисочки, похожие на конфетки. Получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5 штучек. Сейчас я их поставлю где-то на полчасика в холодильник. Пусть они постоят немножко, затвердеют хотя бы, примут форму такую. И потом я их кидаю в обычную кипяченую воду, кастрюльку поставлю или в мультиварке, не знаю еще пока.
И буду варить где-то до готовности. Филе куриное очень быстро варится, поэтому где-то минут 20-30, я думаю, будет достаточно. Ну что ж, вроде бы мои сосисочки получились, только что их вытащила из воды. Овощи тоже уже готовы. В общем, мне понадобилось где-то минут 30. 30 минут мультиварки, это, в принципе, достаточно будет для их варки. Да, я думаю, просто в кастрюле, в кипятке тоже будет 30 минут достаточно, с прикрытой крышкой. Так что сейчас их немножко остужу и снимаю эти пакетики. И, наверное, 2 штучки сейчас ем, а то остальное потом. Это у меня будет сейчас первый прием пищи. Здесь я также положила 2 яичка, порезала, шампиньоны и брокколи немного. Немного брокколи осталось на второй прием пищи и 2 яйца. Также у меня здесь еще 3 сосисочки остались. Наверное, 1 штучку вот эту побольше я и съем в следующий раз. Так что, ребят, попробуйте обязательно эти сосисочки. Можно сделать огромную одну колбасу, допустим, нарезать кольцами, брать с собой, допустим, на работу. Это также отличный вариант для детей, допустим, когда собираете их в школу, не делать какие-то бутерброды с непонятной колбасы, которая пахнет на весь класс, а делать такие вот бутербродики с такой вот колбаской. Самое главное, что вы сделали ее сами, вы знаете, что тут за продукты намешаны, и это гораздо полезнее, чем какая-то колбаса с какими-то ешками, неизвестно чем. Так что обязательно попробуйте такой рецептик, мне понравилось, я думаю, что вам понравится тоже. Сделала себе сейчас салатик, чтобы перекусить. Тут у меня половинка грейпфрута, того, что остался, яблоко целое, зеленое и миндалинки. Буквально там, может быть, грамм 10. Я обычно на глаз взвешиваю, или по ложкам, или по чашкам. Хочу очень купить себе весы. И именно такие, какие я разыгрывала когда-то на конкурс. Мне они так самой очень понравились, я так их захотела себе. Так что, наверное, скоро себе такие же закажу. Кстати, если у вас есть какие-то кухонные весы, то, может, посоветуйте мне какую-то марку. Желательно, конечно, если они будут электронные и именно с какой-то чашей. Так что, если что, напишите в комментариях, какие есть у вас весы. Так, ну что, у меня следующий прием пищи. Взяла я одну сосисочку, самую большую, которая получилась. Разрезала ее напополам. Ну что, у меня следующий прием пищи. Я взяла самую большую сосисочку. На пару ее в мультиварке подогрела немного вместе с овощами. И добавлю здесь еще половинку помидорки. Так что пойду сейчас кушать. Кстати говоря, вот мне очень понравились эти сосиски. И я подумываю еще, если в следующий раз буду делать, то может какие-то другие наполнители. Допустим, я еще думаю, может добавить сюда шампиньоны или какие-то овощи, там, допустим, перчик сладкий. Так что мне интересно тоже ваше мнение, если бы вы делали, например, такие сосисочки, может быть, еще сделать их рыбные или с печени какой-то. Как бы вы еще придумали, какую начиночку для таких сосисок? Напишите в комментариях, я думаю, многим будет интересно. Так что поделимся своим опытом и своими идеями. Ну что, ребят, я, в принципе, уже сейчас пойду, наверное, спать. Сейчас досматриваю последнюю серию Лоста на сегодня. Это, на сегодня мне, по-моему, 3-я уже будет. Я вообще очень сильно люблю этот сериал, если вы еще не поняли. Смотрю его на английском языке, хочу немножко подтянуть свой язык. Начала 1-й сезон смотреть с титрами английскими, потом 2-й сезон уже смотрела без титров. Чисто вот как они говорят, так и слушаю. И даже легче так мне воспринимать. Так что, если вы хотите там подтянуть свой язык, то смотреть сериалы на английском — это лучше ничего не придумать, наверное. Я уже полностью пересмотрела «Друзей», хотя я их и так наизусть знала, но уже просто немножко поднадоело смотреть их каждый день. Поэтому сейчас начала смотреть «Lost». Кстати, если вам интересно, где посмотреть именно на английском языке, еще и плюс с титрами, я могу ссылочку оставить вам в описании под видео, но там лимит 2 серии в день. Для меня это маловато, поэтому я его как-то качаю, где-то ищу, вообще очень сложно найти. Поэтому вот именно на этот сайт я оставлю вам ссылку, если вам интересно. И на «Друзей» тоже на английском языке. Так что побежала я спадки, и завтра встретимся. Пока-пока.